Now we're going to see these drones launched in action. Сами печатаем, самые удобные для нас, мы уже много их пробовали, это самые... I'm Patrick Lancaster. Right now we're not far from the Russia-Ukraine front line, and we have a group of soldiers here behind us that are launching drones. It's a special group, a drone warfare group. They're launching these drones, dropping grenades, attacking other drones, and even these drones are going to be fiber optic drones. They're going to be showing us how they work and how, here's a drone right here, and how they're not susceptible to jamming or other electronic warfare attacks. This is Special Forces Group from a special battalion. The battalion that is made up of former Ukrainian soldiers that are fighting against Ukraine now. They decided to change sides basically and fight against the Ukraine army or Ukraine regime. We're going to be talking to them about why they did it, why they made this decision to go against their former country, and what they expect to come out of it. And we're also going to make sure they are actually free here. We're not showing any prisoners of war or anything like that. These are free people that decided to fight against Ukraine. We're going to find out, why. What's the meaning behind it? And we're going to show you, as I said, the launching of these drones, the attack of these drones on other drones, and how they do all this here in this training ground. So let's come a little closer. Можно сказать, что это? Сейчас мы снаряжаем ВОГи, получается, для ударной работы Мавиком. Мавик сейчас предназначен не только для аэроразведки, да, но и для поражения пехоты. Если снарядить уже какой-то СВУ, туда 700 грамм, то можно и пробивать легкобронированную технику. Ну, там пикапы разные и так далее и тому подобное. А так ВОГи предназначены в основном не уничтожить силу противника, да, а вывести ее из строя, затрехсотить, так сказать, по-военному. Поэтому сейчас отрабатываем ВОГи, будем отрабатывать по придуманному строению типа блиндажа из ящиков. Будем сейчас его разбирать. Можно сказать, вы откуда? Я в город Киев. В Киев, да? Вы украинский солдат был, да? Бывший ВСУшник, президентская бригада. Президентская бригада. И почему вы здесь сейчас? Потому что мой народ сейчас в беде, находится в темноте, как и я был до этого. Я здесь для того, чтобы народ Украины мог иметь право выбора на каком языке ему разговаривать, в какую церковь ходить, когда праздновать праздники, а не навязанная западная, как сказать, геополитика своя, да, и, естественно, право выбора, как им жить дальше. К свободной Украине, да, или же под гнетом западных стран. И как вы попали здесь? Что процесс был? Естественно, я попал через плен, был на Авдеевском направлении, там, село было Красногоровка, нас штурмовали, получается, Авдеевская операция начиналась с нас. 11 дней где-то нас штурмовали, вот, командование всегда говорило, что у нас будет поддержка, там, все, там, пацаны, все будет хорошо. Говорили, там морпехи на танках приедут. Через 5 дней я говорю ротному, ну а что там, где морпехи вообще? Они что там на учебке еще или что происходит? Вот. Ну и попали уже в полуокружение, и ротный сказал нам не отходить, типа держать позицию до конца. Но уже не с кем было держать. Вот. И это где-то, наверное, на моменте смерти, на грани смерти, наверное, происходят такие в голове понятия, что я сейчас умру, но ради чего я умру? Моей маме станет легче, что я умру? Нет. Народу Украины станет легче, что я умру? Нет. Правительству вообще все равно, типа, умру я или не умру. Они нахоботили себе денег в карман, да, и при любой возможности просто убегут на Запад, да, в Европу там, или в Америку, неважно, с этими деньгами, и оставят народ Украины погибать. К сожалению, народ Украины сейчас находится в темноте из-за пропаганды, да, мощнейшей, и они этого не понимают, да, но я сейчас здесь, я вижу, что происходит, как это происходит, и хочу спасти свой народ, потому что у меня украинская присяга, я ее не предавал, это присяга верности народу Украины. И just so 100% чистый, вы не плен сейчас? Нет, я не плен, я доброволец. Да, вы свободный человек. Мы относим себя к украинской оппозиции против власти Зеленского, диктатурской власти Зеленского. Вы свободный человек? Я свободный человек, конечно. И все на твоем батальоне тоже как это, да?
Це Все в твоем батальоне также являются... В моем батальоне, естественно, это все добровольцы, ребята проходят отбор. Тут просто так к нам в батальон не попадешь, потому что если у тебя есть какие-то преступные, там, ну, сказать, выполнял преступные приказы, да, там, мародерил, там, убивал мирных людей и так далее и тому подобное, это все скрывается, это все, эта информация вся есть, поэтому, ну, к нам в батальон так просто не попадешь. Здесь ребята те, которые были на Украине притянуты за уши. Не, были и есть некоторые контрактники, но это все ребята, которые осознали то, что, к примеру, сидеть просто в плену, просиживать штаны, это не для них. Для них это сражаться за свою свободу своей страны и свободу своего народа, да, и за право свободного выбора в Украине, а не то, что сейчас навязывает диктатура Зеленского, да, и прозападные СМИ свое, так сказать, влияние. Поэтому мы здесь, мы боремся за свой народ. Я буду вопрос один по-английски, он будет перевод. It's very important to address this because it's against the Geneva Convention for any country to force soldiers from the other side to fight against their side. So that's why I ask. Это очень важно уточнить этот момент, потому что в соответствии с Женевскими конвенциями запрещено любой стороне принуждать пленных солдат к борьбе против своей же страны. То есть поэтому он именно очень просил именно уточнить, добровольно ли вы пошли. То есть, ну смотрите, короче, скажу как есть, да, мы находились в плену, и, к примеру, как я находился в плену, я понимал, что я сижу на жопе ровно, типа, что я просто попаду, если в Украину обратно, то меня запихнут обратно же в окоп, да, я буду опять умирать за то, что, ну, нету на самом деле, да, за какое-то галимое правительство, которое меня предало, которое предаст, и оно никогда не будет за народ Украины, им вообще все равно, они только за свой хватливый этот карман, который наполняется деньгами, да, вот, и, как бы мне сказали ребята, охранники, что, что ты, ну, ты вроде толковый пацан, да, есть такой отряд, тогда еще на то время был отряд, сейчас батальон. Они выполняют там некоторые вот такие задачи, и они борются за это и за то. Меня очень это заинтересовало, я попросил представителей отряда, ну, прийти со мной пообщаться. Они пришли со мной, пообщались, я сказал, что я хочу сам вот вступить в этот отряд, я хочу бороться за свободу Украины. Также все ребята, которые здесь, они так же само все прошли такой же путь, как и я, так же само сделали свой выбор. Это добровольный выбор, реально сражаться за свою страну и вещать сейчас открытым лицом, без проблем. Да, на Украине, к примеру, я бы не смог бы это вещать, потому что, ну, меня бы запаковали бы СБУшники там, и черт знает что они делали с собой на подвале, да. Вот, сейчас я открыто могу это говорить. Я говорю правду, я говорю как есть, но я могу это говорить, не боясь за свою жизнь. Потому что я нахожусь здесь сейчас, да, а люди, которые находятся там сейчас, реально находятся в темноте, да, наш младший брат, сказать, болеет, ну, потому что Украина и Россия это два брата, старший брат, младший брат, и бывает у них, ну, что-то не делят друг другом, да, братья, но они должны всегда помогать, поэтому я знаю, что Россия помогает Украине, а не как там говорят, что это все геноцид типа украинского народа, да ну, господи боже, бред вообще полный, вы видели, сколько в России есть авиации, сколько бомб и так далее, и тому подобное, и какое вооружение, но хотели бы стереть Украину с лица земли, уже давно стерли бы, но этого не происходит. Я вам скажу вам так, что я, к примеру, сам верил, да, что нас пришли захватывать, что вот русские солдаты это оккупанты, которые захватывают мою землю, но я сразу понял, что это не так, что это не звери, потому что там меня брали в плен, то получается, ну, я добровольно уже говорил ребятам, как старшей позиции, что мы сдаемся в плен, двое отказались. Естественно, их в ходе боя убили, при сдаче в плен мне один русский солдат, сразу когда я вышел с блиндажа, говорит: пацаны, вы, конечно, простите, но мы двоих ваших убили. Я думаю, нифига себе. Это что такое? Это вот эти оккупанты, звери, которые пришли нас уничтожать? Да нет, это те же люди. Это они понимают, что солдаты ВСУ притянуты за уши и не хотят их уничтожать. Если мы увидим американских солдат или французских, смерть им сразу в той же посадке или в том же доме, где они находятся. Нефиг сюда приезжать и убивать наш народ. Нефиг. Вы будете все мертвы. Я вам заявляю это. Когда был украинский солдат, был видеть американец солдат или другой? Видел бразильских, американских. У меня к ним ненависть, потому что они приезжали уничтожать наш народ за деньги. У меня к ним ненависть была еще там, в ВСУ. Я увидел их на ППД, я их, извините за выражение, хуй сосил и пидорасил.
потому что это пидоры, которые приехали на нашу землю зарабатывать деньги на крови. Можно представиться себя? Да, мой позывной Жак, я замполит батальона имени Максима Кривоноса. Можно сказать, конечно, мы уже несколько раз, но за кто не знает, что у вас батальон, что это? Батальон Максима Кривоноса – это добровольческое подразделение украинской вооруженной оппозиции, которое состоит из бывших военнослужащих вооруженных формирований Украины. Это и ВСУ, это и Нацгвардия, погранслужба и так далее. Это военнослужащие Украины, действующие, которые в ходе ГСО приняли для себя решение встать на путь вооруженной борьбы против режима Зеленского. И сражаются вместе с российской армией, подчеркну, не в составе российской армии, а вместе, как союзнические войска, сражаются за освобождение Украины от нацизма и от натовской оккупации. Чисто все понимаю. Они сейчас не плен, свободные люди, да? Да. Да. Они добровольцы полные, да? Да, они добровольно решили вступить в состав батальона и с оружием в руках сражаться. Но вы не добровольно, вы человека не заставите воевать за идею. Понял. Хорошо, спасибо. Да. Можете сказать, что будет сегодня? Сегодня у нас состоится работа мавиком с боевыми вогами. Будем отрабатывать сбросы по точке. Далее у нас покажем вам дроны на оптоволокне. Как они работают, расскажем и в чем их составляющая. И также потом покажем станцию РЭР, с помощью которой мы определяем дроны противника. И воздушный сеткострел – это дрон, который помогает нам бороться с дронами противников в воздухе. Да, как и сбросник мы сами напечатали, это наше производство, да. Также хвостовики мы сами печатаем, естественно, ВОК-17 из-под ДГС, он разбирается, получается, снимается задний ударник, вставляется туда, ну, он нам уже не нужен, потому что мы сбрасываем, да. Мы переделываем сразу, взводим взрыватели для того, чтобы при накалывании, естественно, мы используем накольники, которые сами печатаем, самые удобные для нас, мы уже много испробовали, это самые, как сказать, практичные, да, в использовании, вот, и получается вставляем сюда накольник, вынимаем предохранительную чеку, и все, полетели уничтожать противника. And now we're going to see these drones launched in action and how the process actually goes. All right, now they're going to launch the drone. Listen to that. What is that type of setup for? What would be the mission of that type Для of чего drone? предназначены подобные беспилотники, вот подобные действия со Ну, сбросом? вообще, Mavic предназначен для разведки. Ну, то есть, а вот сбросы это, ну, просто в основном для, скажем так, сделать 300 с пехоты. То есть он не убивает. Ага, понял. Это наш. And you can see how they actually come back. So they launch those two grenades or those two explosive devices and come back. Very different than the kamikaze type drones, where the drone itself is the detonator, the thing that kills or injures the people or destroys the equipment. Whoa. Здесь вам представлены дроны на оптоволокне. Дроны называются КВН, князь Вандал Новогородский. В данный момент это высокоточное оружие. Оно является высокоточным, потому что у него стабильная картинка, стабильная связь на всем протяжении полета. Сами дроны 9-миллиметровые, лопасти у них 9-миллиметровые. То есть за счет своей грузоподъемности они могут унести большое количество полезной нагрузки и также улететь на удаление минимум 10 километров.
Здесь у нас представлена бобина на 15 километров. С помощью ее цели бойцы, находясь в безопасности, находясь на приличном удалении, могут поражать технику, пехоту, также какие-то опорные пункты противника, никак себя практически не выдая и с большой эффективностью. Так как на радиодроны сейчас появилось очень много подавления РЭП-станции, РЭР-станции, которые могут отследить пилотов, откуда они взлетают, и также по направлению может по пилотам отработать арта, то дроны на оптоволокне практически невозможно отследить. За счет того, что они передают и принимают сигнал весь с помощью оптоволокна. Вот. Так же, как на передовой. And this, you can see, is a little bit different. That's because these are grenades that actually come from a rifle, a grenade that's attached to a rifle that can be shot like that. And they're put on these little attachments that are dropped from the drone itself. But these are actually homemade, you could say. They've got a lot of BBs stuck inside there, and they explode with just the idea to rip through things. There's a little bit of shrapnel in here, but this has the most, and a bigger explosion because it's homemade. Здравствуйте. Можно сказать, вы откуда? Я с Житомирской области. Украина, да? Да, Украина. И как вы попали здесь? Ну, попал я в батальон, на данный момент уже батальон, так же, как и все ребята с нашего подразделения. Изначально попал в плен, и потом узнав, на тот момент это был отряд, узнав об отряде, я принял решение вступить в отряд и сражаться против преступного украинского режима. Угу. И почему? Вы знаете, изначально, когда меня мобилизовали вооруженные силы Украины, была такая наивность, юношеский максимализм, что все-таки на нас напала Россия, вот убийцы хотят нас убить, захватить наши территории. Но потом постепенно, вот, когда уже находился в зоне боевых действий, когда уже непосредственно находился со своим личным составом на позициях, я понимал, что в принципе командованию и руководству страны плевать на солдат и плевать на людей. Их задача вот побольше отправить людей на смерть и наполнить свои карманы деньгами. У меня было очень много критических ситуаций, когда у меня погибали мои подчиненные. И когда наступали критические моменты, я просил у командования приказ на отступление, просто отойти, сохранить жизнь людям. Я получил отказ, и мне просто говорили, что вы будете находиться там до последнего. А своими силами отойти с позиции не было реально. И я начал очень сильно задумываться о том, что что-то идет не так, что нас просто бросают на погибель. И когда после этого у меня появились еще раненые, а потом уже погибшие ребята, и все дошло до того, что даже не было приказа от руководства на то, чтобы эвакуировать тела убитых. Просто ребята оставляли на позиции, сказали, сейчас не время их забирать. И таким вариантом люди просто, вот у меня много бойцов остались, их тела остались на тот момент на позициях. Я не знаю даже, получат ли родные тела своих близких. И я понимал, что все идет по наклонной, что очень много неправильно того, что показывают по украинских СМИ, то, что нам вещали и какие нам нарративы вбивали в голову. Когда вот наступил день штурма, когда крайний день, когда я находился на позициях ВСУ, и когда нас заштурмовали, я думал, что все, скорее всего, смерть, сейчас допросят, расстреляют, но я столкнулся совсем с другой реальностью. Отношение было очень человечное, нас накормили, дали покурить, дали попить воды. Понятное дело, что нас опросили, не было, как любят в украинской СМИ говорить, пытки, избиения там.
Нас просто допросили. Понятное дело, что нас в первые часы нас связали, чтобы мы никуда не делись, чтобы глупостей не наделали. Но, в принципе, это было не нужно, но, тем не менее, в целях безопасности. И потом столкнулся еще с другой реальностью, когда мы с ребятами, штурмовиками вооруженных сил Российской Федерации, они просто к нам пришли утром, они нас развязали и просто начали по-дружески говорить, расспрашивать про быт в Украине, про украинский язык, в принципе, кто, что, откуда, очень на дружеской ноте. Очень много смеялись, шутили, и они сказали, что вы, парни, не переживайте, у нас сейчас задача сохранить вам жизнь. Любой ценой вы останетесь живых, это мы вам гарантируем. И нас это очень удивило. И потом, когда начали, моя бывшая бригада, она там командование понимало, что позиции уже нет, что там российские войска, нас начали очень сильно накрывать, как и вот такими сбросами, как и FPV-дронами, так и артиллерия, минометы. И мы начали отступать, и ребята максимально делали все для того, чтобы сохранить нашу жизнь. Случилось так, что, к сожалению, 2 бойца погибло. Мы думали, что нас сейчас как лишний груз и за месте расстреляют, но они сказали, вы не беспокойтесь, мы в любом случае отсюда все уйдем живые, то сейчас на данный момент есть. И мы вышли с позиции живые, мы вытащились, очень долго, очень тяжело выходили, но вот на всех промежных пунктах, где мы находились, к нам было очень дружеское отношение. Очень дружеское, очень хорошее, и более нас жалели, чем видели в нас противника. Нас жалели, потому что по факту нам, как говорится, запудрили мозги и отправили на смерть, на мясо. И в голове все перевернулось. И потом уже в дальнейшем, общаясь с другими ребятами, будучи на пункте временного содержания, так сказать, я общался с одним парнишкой, он примерно моего возраста. Мы с ним так 2 дня мы разговаривали, очень долго. По полдня мы сидели, просто пили кофе, курили сигареты и разговаривали по-дружески. И он в моменте рассказал, что вот мною заинтересовалось руководство, не руководство, а представители подразделения, они хотят со мной пообщаться. Я спросил, что за подразделение, мне рассказали про на тот момент отряд, я заинтересовался, приехали представители, мы пообщались, и спустя сутки я принял решение и сразу попал так вот в подразделение, и уже больше года я нахожусь в подразделении. Интересно, спасибо. All right, so as we're just going, there's one of the drones walking with us. Pretty interesting little time to make a side little shot there. But now we've come to the FPV, or first person view drone training area here, where they wear the glasses and they're about to take off here. Now that is, here we can see sometimes these FPVs, they're made to have the glasses on, but he's actually controlling that one here from this television screen. And those are made to impact a target and not return, because they're kamikaze drones. That's the whole point, is the ammunition is normally on, but they're designed to impact a target, whether it's a tank, a person, or more. There's so much video that's come and not return. So again, very cheap but effective.